Улица Хенли, Старфорд на Эйвоне, графство Уоркшир, Англия, где считается, что Уильям Шекспир родился в 1564 году. В эти ноябрьские дни город готовится к Рождеству, и это делает наше путешествие в историю немного сказочным. Через небольшой музей, открытый для публики, принадлежащий и управляемый фондом рождения Шекспира, мы направимся непосредственно в дом, называемый Меккой для всех любителей литературы, где родился и провел свои детские и юношеские годы Уильям Шекспир. Куда проведу вас я, Люкреция Кей. Само здание, не выдающееся в архитектурном отношении и типичное для того времени. Обыкновенная мазанка вокруг деревянного каркаса. Вы слышите голоса, доносящиеся из внутреннего дворика? Наверняка актеры разыгрывают сцены из пьес, написанных Шекспиром. И я немного в замешательстве. Пойти посмотреть действия, разыгрываемые на заднем дворе, или же по плану вначале посмотреть дом, в надежде увидеть театр под открытым небом немного позже. Я выбрала дом. В его строительстве использовался местный дуб из Орденского леса и сине-серый камень из Вилмкот, в то время как большие камины были сделаны из необычного сочетания раннего кирпича и камня, а на уровне первого этажа каменные полы. В гостиной с камином, куда мы сейчас направимся, меня не очень приветливо встретила характерная леди из прошлого. Но через секунды она стала продолжать свою миссию, рассказывая историю самого дома и связанную с ним историю семьи Шекспира. Я предоставлю вам посмотреть и послушать все в оригинале, как я снимала. Это, наверное, самый подробный видеосюжет, который можно увидеть на просторах интернета о доме, где родился Шекспир. На английскую речь я поставлю субтитры на русском, кратко прокомментирую. А на мое повествование поставлю субтитры на английском. Yes, we think in about 1575, Shakespeare would be 11, and this is what his father would have had things like. We wouldn't have had that obviously, if this figure was showing off an RSD costume from Hamlet play. This is old Hamlet, of course. But the parlour would have looked something like this. They would put rush mats in the winter, so for safety we've had to put it behind there so people don't fall over. But you can touch these wall hangings. Painted linen panels mimic tapestry, so they insulate your walls and decorate and show status. So these are copied versions of what the Shakespeare may have had, so we can show you how we think the house would have been looking. It would be full of smoke from the Inglenook fireplaces. They stoke them till 8 o'clock at night. Your candles are tallow made of goose and beeswax, so they give off a lot of smoke. So they're breathing it in, they've got terrible lung conditions. And that's why they slept upright in bed. But the bed would cost £8 or £10 to buy. The grammar school master's only 20 years, so it's literally half year's salary. So it's near the window to impress your neighbours as well. It's bizarre to us. The bed was so, highly regarded at that time. It was a new invention. People would store the clothes. So that's what it is. So if you think today's value of that bed would be something like 30 to 50 pounds. Следующая комната на нашем пути смежная, по-видимому, столовая, с большим открытым очагом. Обожаю такие камины. Люблю в наших путешествиях останавливаться в местах с открытым камином и греться около них холодными вечерами. А эти стены без всякой изоляции. Слышен каждый шорох в доме, скрип деревянных полов. Не удивлюсь, если маленький Уильям, Шекспир, разумеется, со звонким детским голосом пробежит по поперечному переходу в комнату, которая, вероятно, служила мастерской Джона Шекспира, отца Уильяма,
который был перчаточником и торговцем шерстью. И дом был первоначально разделен на две части, чтобы позволить ему вести свой бизнес из тех же помещений. Сам дом относительно прост, но в конце XVI века он, несомненно, считался бы солидным жильем. Лестница ведет нас к традиционно расположенным этажом выше спальням, где другая леди более приветливая. И давайте послушаем ее рассказ. Probably around about the age of 22 was when he went to London. And he started working in London. But he always left his family here. He never bought any house in London for his family to live in. So he would have travelled backwards and forwards to Stratford to see his family quite regularly. Oh, so his wife and his kids were here while he was there. With his parents and little brothers and sisters as well. Then, when he was 33 years old, he made enough money to buy another house, a bigger house in Stratford, a new place. Oh, it's a new place. That's right. And then his wife and his daughters would have gone to live in that house. And his parents continued to live here. Yeah. When his father died, Shakespeare inherited this house as well. Okay. But by that time, he didn't need it to live in. So what he did with it was he rented it out as an inn. Oh, okay. What about his brothers? Yeah, so his brothers, they grew up, they left home, two of them lived in Stratford, they worked in business here. His little brother, Edmund, became an actor and went to London. Okay. He died though quite young. Проходная комната, скорее всего, была спальня для мальчиков, а это, вероятно, была спальня для девочек, где в данное время у окна уютно расположился образ египетской царицы из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра». Кстати, во времена Шекспира женские роли на сцене исполняли юноши. В данное время также можно увидеть и другие выставочные экспонаты по дому из произведений драматурга, поэта и актера. А старинная домашняя мебель помогает воссоздать картину семейной жизни во времена Шекспира. Most days, to be honest. Because it'd be smoky. Yeah, Probably. yeah, and expensive. With no window. Yeah. Now these are the bedrooms, of course. There are 3 bedrooms. So this is the boys' room. That one would have been the girls' bedroom. We now have an exhibition in that, really about how the house became a tourist attraction. And then you go out that way, which is the parents' room, and that's where he was born. Давайте и мы пойдем посмотрим спальню семейной четы Мэри Арден и Джона Шекспира, где родился Уильям Шекспир. И что там происходит в туристический период, сезон которого заканчивается уже на днях, в начале ноября до конца марта следующего года. Уильям был первенцем Мэри и Джона и третьим из 8 детей, так как 2 родившиеся до него умерли. В эпоху Тюдоров большие семьи были из-за высокого уровня смертности среди детей. Дни рождения не были зарегистрированы в то время, однако требовалось, чтобы ребенок крестился в ближайшее воскресенье или святой день после рождения. Поэтому дата рождения Шекспира обычно устанавливается 23 апреля. Эта дата – праздник Святого Георгия, покровителя Англии. Джон и Мэри были респектабельные родители из среднего класса. Отец Уильяма, Джон Шекспир, был сыном фермера. И как честолюбивый человек в возрасте 20 лет, недовольный сельским хозяйством, он переехал в городской центр Стратфорда. 4 года спустя он женился на Мэри Арден. Считается, что родители Шекспира, возможно, знали друг друга с детства, поскольку отец Джона был фермером-арендатором на земле, принадлежавшей отцу Мэри.
Семья Мэри Арден имела выдающуюся историю до нормандского завоевания. «Лебедь» и «Мейденхед Инн» – это название гостиницы, который получил дом после сдачи в аренду. А произошло это после смерти отца Джона Шекспира и получения Уильяма права собственности на родительский дом. Но к тому времени Уильям не нуждался в помещении родительского дома для себя или своей семьи, так как уже перевез свою семью в Нью-Плейс в Стаффорде. После смерти Уильяма Шекспира в 1616 году дом перешел к его старшей дочери Сюзанне Холл, а затем к его внучке Елизабет Холл, которая какое-то время была замужем за Томасом Нэшем, владельца дома по соседству. В Нью-Плейс и дом Нэша мы отправимся в следующей серии. А сейчас давайте-ка поторопимся, пройдем в сад, так как оттуда доносятся голоса костюмированных актеров, а хочется посмотреть действие. Bright and goodly shines the moon. The moon? The sun. It is not moonlight. I say it is the moon that shines so bright. Well, I know it is the sun that shines so bright. Now, by my mother's son, and that's myself, it shall be moon, or star, or what I list or where I journey to your father's house. Go on, fetch the horses back again. Evermore cross than cross, nothing but cross. Only forward, I pray you, since you've come so far, and be it moon or sun or what you please, and if you please to be a rushed candle, I henceforth vow it shall be so for me. Well, I say it is the moon. I know it is the moon. Nay, you lied, it is the blessed sun. And God be blessed it is the blessed sun. But But, sun, it is not when you say it is not. And the moon changes even as your mind. What you would have it be, even that it is, and so it shall be the Catherine. oh, forward, forward! But soft, company's coming here. Good morrow. Gentle mistress, whither away? Tell me, sweet Katie, tell me truly too. Hast thou beheld a fresher gentlewoman? Such war of white and red within her cheeks. What stars do spangle heaven with such beauty? As those two eyes become that heavenly face, fair, lovely maid, once again, good day to thee. Sweet Kate, embrace her for her beauty's sake. Young, budding, virgin, oh, fresh and sweet and true. Whither wander you, or where is thy abode? Happy the parents of so fair a child. Happy the man whom favourable stars allots thee for his lovely bedfellow. Why, how now, Kate? I hope thou art not mad. This is a man. Old, faded, withered, wrinkled, sorry. And not a maiden, as thou sayest he is. I pray you pardon me, sir, for my eyes have lately been so bedazzled By with the sun. the sun. That everything I look on seemeth green. I see now that thou art a reverend fellow. I pray you pardon me for my mad mistake. Do, good old grandsire, and withal make known which way thou travellest. If along with us, we shall be joyful of thy company. Come, Kate. Игра уличных актеров самая искренняя, согласитесь. А пьесы Шекспира называются сонетами. В моем родительском доме, в библиотеке моего отца, был томик сонетов Шекспира, и мне нравилось держать его в руках, так как это была маленькая книжица. Я ее пыталась читать, но смысл не понимала из-за своего малолетнего возраста. А здесь в саду, у места рождения Шекспира, находится статуя, посвященная памяти двум самым известным драматургам мира – Уильяма Шекспира и Тана Сандзу. Два драматурга были современниками своего периода, хотя и писали за тысячи миль друг от друга, и умерли в тот же день, 23 апреля 1616 года.
Подходящее место в тихой части сада также занимает бюст Рабиндраната Тагора. Бенгальский поэт написал такие строки, посвященные Шекспиру. «Когда твоя звезда зажглась над океаном, для Англии в тот день ты сыном стал желанным».